Друзья, рад приветствовать всех, кто изучает русский язык с каналом Русторез. Меня зовут Андрей, и я продолжаю читать для вас короткие, увлекательные рассказы на русском языке. Как всегда, справа на экране будет текст рассказа на русском языке, а в субтитрах YouTube есть перевод на английский и другие языки. Итак, поехали. Миру известно множество экстремальных и опасных ситуаций, когда человеку удавалось совершать удивительные вещи для того, чтобы выжить. Наш сегодняшний рассказ как раз об одном из таких случаев. Почти 30 лет назад 43-летний француз по имени Эмиль Лере оказался в ловушке песков Марокканской пустыни, недалеко от города под названием Тантан, на своем миниатюрном автомобиле Citroën TU-CV. Эмиль Лере, который увлекался мотоциклами и путешествиями, выехал из города Тантан в место под названием Тлемсем, когда его остановили военные и приказали развернуться из-за начавшихся гражданских беспорядков. В 1993 году я поехал в Марокко. Это страна, которую я хорошо знаю и в которой я бывал много раз. Для очередного путешествия по Марокко я выбрал автомобиль Citroën TU-CV, потому что, хотя это и не полноприводная машина, она очень крепкая. В Африке эту машину называют стальным верблюдом, потому что она проходит везде, если водить ее аккуратно, рассказывал Лере в интервью Daily Mail. Проблема возникла в маленькой деревушке под названием Тлемсем, где меня остановили военные из королевской жандармерии. В этот момент разгорелся очередной конфликт между Марокко и Западной Сахарой. Итак, военные потребовали, чтобы я съехал с дороги и вернулся в город Тантан. Я съехал с дороги, проехал несколько километров, но, к сожалению, ударился о камень, повредил переднюю ось и сломал шасси, сказал Лере. На то, чтобы дойти до ближайшего города, потребовалось бы преодолеть почти 40 километров по дикой жаре и опасной пустынной местности. Осмотрев автомобиль, Лере понял, что это была серьезная поломка, которую он не смог бы починить в пустыне без инструментов и запасных деталей. Тогда Лере предпринял отчаянный шаг и решил полностью разобрать свой автомобиль для того, чтобы переделать его в мотоцикл. Да, это звучит безумно. Я не мог вернуться пешком. До ближайшей местности, где проживали люди, было слишком далеко, сказал он. Я поставил себя в режим выживания. Я ел меньше, следил за своими запасами воды и еды, чтобы их хватило как можно дольше. Работа началась с того, что Лере открутил колеса
и снял корпус автомобиля. Корпус стал его временным жилищем, пока он работал над мотоциклом. Затем Лере вооружился ножовкой, укоротил раму и шасси автомобиля, прикрепил к получившемуся агрегату два колеса. Двигатель, топливный бак и коробка передач разместились посередине. Сиденье этого импровизированного мотоцикла было изготовлено из заднего бампера. Лере даже прикрутил к своему мотоциклу номерной знак машины, совсем как законопослушный гражданин. Эмиль Лере назвал свое творение «Пустынный верблюд». Кажется немыслимым собрать работающий мотоцикл в пустыне без использования специальных инструментов и сварочного аппарата. Но француз обошелся без них. Все части были скреплены болтами и железной проволокой. Лере потребовалось целых 12 дней, чтобы выполнить свою задачу. Хотя изначально он был уверен, что управится всего за 3 дня. Последние дни ушли на то, чтобы установить самодельную подвеску на заднее колесо, прикрепить провода и подключить зажигание. И вот уродливый монстр, взятый словно из кинофильма о безумном Максе, наконец завелся. Имея всего пол-литра воды, Эмиль отправился в путь. Ехать было легко, но он регулярно падал с неудобного сиденья, сделанного из бампера. Спустя день такой поездки Эмиля подобрали марокканские полицейские. Забавно то, что полиция, которая помогла ему добраться до города, оштрафовала его на 4550 дирхамов, 450 евро, за то, что его аппарат не соответствовал техническим спецификациям Citroën 2CV и не являлся автомобилем. Друзья, вот такая невероятная история. Как всегда, жду ваших отзывов и комментариев, особенно если вы напишете их на русском языке. А у меня на этом все. Спасибо, что смотрели это видео. До встречи в следующих выпусках. Огромной вам удачи и пока!